Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Канада планирует выйти на рынок СПГ Единой Европы через Германию. Александр, пожалуйста, расскажите, что это за такой хитрый план Канады? Откуда там газ, откуда там, собственно, заводы по сжижению? И какой такой она газ повезет в Европушку, да и почему через Германию? Учитывая мое острейшее чувство дежавю, я должен сразу предупредить. По сути, я буду говорить примерно то же самое, что говорил 3 года назад. Потому что о чем договорились уважаемые господа? Ну, по сути, уважаемые господа договорились договариваться. Давайте, чтобы не быть голословным, я зачитаю само сообщение так, как оно вот представлено у нас. Оттава намерена начать обсуждение вопроса о поставках сжиженного природного газа немецким покупателям для удовлетворения растущего спроса в Евросоюзе на СПГ. Вчера это 26 числа, вчера в Берлине сжиженный природный газ стал одной из тем для обсуждения на переговорах премьер-министра Канады Марка Карни и с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Судя по словам Карни, именно немецкая компания вошла в число двух главных претендентов на выгодный контракт на поставку СПГ. Ну, во-первых, не совсем ясно, о каком контракте идет речь, потому что у Канады нет мощностей по производству СПГ на восточном побережье. Более того, пока не слышно ни про один проект, находящийся на сколь-нибудь реальной стадии воплощения на восточном побережье Канады. Вот если представить себе карту Канады, то неожиданно обнаружится, что восточное побережье, оно ближе к Европе. Почему я, собственно говоря, концентрирую на нем ваше внимание. А вот западное побережье Канады ближе к Азии. И вот на западном побережье как раз создали СПГ-заводик, о котором речь шла еще в 2022 году. Мы тогда говорили: ребята, о чем они общаются? СПГ с этого завода пойдет в Азию, а он не пойдет в Европу, потому что это просто долго, дорого и бессмысленно. Его будут продавать в Азии. И вы не поверите? Но этот СПГ продают в Азии, потому что вот она, Азия рядом, плечо подвоза минимальное, ну и прибыль получается гораздо более выраженной, время доставки гораздо короче, чем при доставке в Европу. Собственно, почему из Соединенных Штатов грузы охотно переключаются на европейское направление, даже если эти грузы СПГ принадлежат не европейским компаниям, а азиатским компаниям, ну потому что при определенном паритете, ценовом паритете в Европе и в Азии, вам выгоднее везти в Европу, потому что у вас основная часть мощностей, да, собственно, все мощности, которые есть на данный момент, расположены на восточном побережье, если мы говорим про Соединенные Штаты и производство сжиженного природного газа. На восточном побережье, соответственно, Европа просто ближе. И если только цены в Азии не выше значительно, то при прочих равных условиях проще продать в Европу. Она ближе, доставка дешевле. Ну и было понятно, что с западного побережья Канады везти газ стоит в Азию, а не в Европу. Потому что, вы не поверите, Азия ближе. Та же самая логика. Да, разумеется, это не означает, что никакие грузы с этого завода никогда не попадут в Европу. Ну, мало ли, всякое бывает в наше неспокойное время. Но рассчитывать на это не приходилось. И более того, вот жизнь нам доказала, что все разговоры о том, что вот в Канаде скоро появится производство СПГ, и вот тогда были ни о чем. По крайней мере, для Европы. Для Азии, да, пожалуйста. Вот производство СПГ, оно на западном побережье. Везем куда? Везем в Азию. Азия получает этот самый СПГ. Но я бы обратил внимание вот еще на какое обстоятельство. Кто беседует? Вот во всей этой вот истории кто беседует? Беседует глава правительства Канады с главой правительства Германии. Кто из них продает газ, а кто из них покупает газ? Ответ: никто. На оба вопроса. Одинаковый ответ. Руководство Канады не продает газ, руководство Германии не покупает газ. То есть без наличия
без наличия хозяйствующих субъектов в этом переговорном процессе, мы опять упираемся в тот же сценарий, который мы видели 3 года назад, когда уважаемые люди собрались. Тогда был Трюдо и Шольц. Помните таких? Поговорили о поставках СПГ. И сказали, да-да, мы будем стараться, мы будем копать, мы будем рыть в этом направлении. Но тогда, правда, Трюдо был более однозначен, и он сразу переключился на тему, которая, к моему удивлению, всплыла и сегодня. Всплыла и в этом году вот в рамках уже переговоров нового канцлера с новым вот этим самым премьер-министром Канады. Тема водорода. То есть тогда Трюдо сказал, ну, знаете, у нас тут СПГ, конечно, да, мы как бы рады, но вот пока есть некоторые сложности, мы будем, конечно, будем в эту сторону смотреть, но давайте пока поговорим про водород. Понятно, почему тогда они заговорили про водород. Ну, нельзя же было встретиться, поговорить про энергоносители и разъехаться ни с чем. Надо было хоть какую-то бумажку подписать, чтобы этот визит не был, ну, хотя бы в глазах граждан той же самой Германии полным провалом. Хотя он не формально, а по сути провалом был. Ты поехал за газом, зачем ты в Канаду поехал за газом? Ну вот зачем? Ну вот что тебя сподвигло поехать в Канаду за газом? Ну надо же что-то делать. Ну вот он поехал в Канаду. Понятно было, что никакого соглашения, никаких договоренностей, никаких контрактов Шольц тогда бы не мог привезти. Он их и не привез. А что он привез? Он привез нечто лучшее, нечто большее. Он привез там декларацию о том, что стороны будут работать над организацией поставок водорода в 2025 году. Кстати, на дворе очень удобно 2025 год. И что мы читаем в этих вот сообщениях? В пресс-релизе канадского правительства отмечается: энергетическое партнерство Канады и Германии позволяет углубить, ничего, что я Горбачева цитирую, сотрудничество в области поставок СПГ и создание трансатлантического коридора для торговли водородом. Каким водородом? Ну, просто в 2025 году вы уже какой-то водород должны были поставлять. Как дела? Хорошо. Я не буду спрашивать, как дела с поставками водорода. Я вопрос поставлю иначе. Как дела с производством водорода, в принципе, в мире, который куда-либо могли бы транспортировать на дальние расстояния? Давайте я вот так вот максимально мягко сформулирую. Мы не будем привязываться к Канаде, Германии. Мы просто посмотрим на рынок водорода. Заметьте, я не говорю на рынок энергетического водорода. Хотя он подразумевается во всей этой истории. Ну, то есть, конечно, все уже к настоящему моменту понимают, что водородная тема на ближайшие годы, это не мое мнение, это вот как теперь транслируется уважаемыми регуляторами европейскими, ну и крупными организациями, которые говорили, ребят, водород не сегодня, так завтра точно будет. Правда, говорили они это достаточно давно, чтобы сейчас начать говорить о том, что, ну, он будет, но он будет как бы больше замещать, вот зеленый водород, будет больше замещать тот водород, который используется сейчас в обычных производственных циклах. То есть что? Спрос на водород энергетически расти не будет? Скорее всего, да, отвечают нам эти уважаемые организации. Можно узнать, ну, просто вот мне интересно, насколько велик рынок водорода в Германии? Кто из покупателей уже заключает контракты? Ну, просто 3 года прошло с предыдущих водородных рассказов. Кто уже заключает контракты с производителями в Канаде на поставку водорода? Кстати, я даже согласен, не обязательно водорода в виде водорода. Можно в виде аммиака, зеленого. Можно в виде метанола, зеленого. Если вдруг, дорогие зрители, вы не понимаете, о чем я сейчас говорю, что за зеленый водород, какой зеленый аммиак, что... Все очень просто. Есть условное обозначение водорода по методу производства. Как правило, водород получается путем парового каталитического реформинга из природного газа.
Такой водород называют серым. Ну, чтобы, серый, отвратительный. Видимо, вот какое-то такое вот должно впечатление у вас создаваться. Если вы при производстве этого водорода улавливаете СО2, такой водород становится голубым. Ну, или синим, если вам от этого будет проще. А если вы... И там еще масса вот этих разноцветных водородов, в кавычках разноцветных, разумеется. Но если вы для производства водорода используете электролиз, ну, то есть берете электричество из возобновляемых источников, берете воду и получаете водород, то такой водород называют зеленым. Если электричество идет с атомной электростанции, то такой водород желтый. Я понимаю, звучит безумно, но вот в таком мире живем, понимаете, разноцветные водороды и все такое прочее. То, о чем договариваются господа вот эти вот европейцы и канадцы, это обсуждение темы зеленого водорода. Ну, потому что к настоящему моменту зеленого водорода должно было быть как гуталина у дяди кота Матроскина. Завались. Вот. И в Канаде его тоже должно было быть. Завались. Вот бы они и слали его, кому попало, включая Германию. Но так получилось, кто бы мог предположить, что развитие водородной энергетики, ну, немножко спотыкается, немножко на обе ноги, знаете, иногда падает, разбивает нос, поднимается, ползет дальше, опять падает. В общем, не идет развитие водородной энергетики. Ну, не идет. Может быть, завтра пойдет, послезавтра пойдет, через 10-20 лет пойдет, я не знаю. Но вот конкретно сейчас нет никаких предпосылок для резкого роста спроса на энергетический водород. В Германии таких предпосылок тоже нет. В Канаде было бы интересно посмотреть на количество производств зеленого водорода, даже не существующих сегодня, а хотя бы получивших ФИД на ближайшие лет 5. Тут до конца текущего десятилетия. И вот отталкиваясь от этих показателей, можно было бы вообще сказать, ну да, наверное, вот канадцы могли бы, взяв этот зеленый водород, путем химических преобразований получить там вот такое-то вещество, которое удобно транспортировать, в отличие от водорода. Кстати, какое количество водородовозов существует в мире сегодня? Какое количество судов для перевозки жидкого водорода спущено на воду? Какое количество, дорогие друзья? Из Канады, из Германии, ну, вдруг вы нас смотрите. Какое количество? Отличное от нуля. Расскажите, пожалуйста. А вот. Какое количество судов законтрактовали канадские компании для того, чтобы ввести водород? Ну, еще раз. Хорошо, не водород. Взяли, сделали метанол. Повезли метанол. Ну, почему бы нет? Можно ввести метанол? Можно ввести метанол. Почему нет? Я вот не против. Максим не против. Никто не против. Везите. Аммиак можно ввести. Что угодно можно ввести. Почему есть реальные контракты? А так мы видим, что встретились два одиночества. Я не запомнил, извините, все еще этого премьер-министра Канады. Я постараюсь запомню. Вот. И Мерц встретился с ним. Мерца запомнил только потому, что он созвучен с немецким словом «шмерц». Знатоки с переводом прошу в комментарии. Вот. Встретились, поговорили, как и 3 года назад их предшественники говорили про СПГ и водород, и разошлись, глубоко удовлетворенные разговором друг с другом. Есть ли реальные контракты за этим всем? Нет, реальных контрактов нет. Есть ли реальные производства? Нет реальных производств. Есть ли реальный потребитель, особенно для водорода, на территории Германии? О, ужас, и его тоже нету, этого реального потребителя. Кто бы мог подумать? Ну что ж, наверное, года через 3 еще какие-нибудь персонажи из Германии и Канады встретятся, поговорят про СПГ, поговорят про водород. Будем надеяться, что мы будем иметь возможность снова тоже обсудить эту тему. Правда, придется обсуждать ее примерно теми же словами, что и сегодня. Ну, потому что мы обсуждаем ее примерно теми же словами, что и 3 года назад. На сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.